Добрый день, друзья! И снова с вами Николаевич на рыбалке с Карпятником канале. Сегодня с утра, в выходной день, я встал и решил скатать бойлы. Бойлы буду катать клубничка. Это один из самых популярных ароматов. И, естественно, я буду некоторые свои ингредиенты добавлять, чтобы запах был не только клубники. Сейчас пойдет рецепт именно пыльников. Почему я сразу вам сказал, что рецепт пойдет с некоторыми тональностями? Потому что я буду делать все на основе эссенции клубника, которую купил там в пищевой промышленности. Но я туда добавлю, к примеру, 100 грамм порошка чесночного и добавится он вкуса и запаха именно чесночного порошка, чеснока. А это, как мы все знаем, все-таки это сладкий запах, как и клубника. И также в рецепт будет входить немного рыбной, мясо-костной и пелецовой муки Red Halibut. Да, даст тональность вот как раз еще немного рыбную. Ну и обогатит по белкам этот бойл. Итак, поехали. Клубничка с рыбными нотками и чесноком. Сухая часть. Я увеличил в моем рецепте процент содержания манки в 2 раза. То есть 400 грамм манки. Здесь у меня соевая мука и кукурузная мука по 200 грамм. Здесь у меня гороховая мука и пшеничная по 200 грамм. Всю эту муку я сам готовлю, кроме там соевой. Но и соевую тоже можно готовить также. Здесь у меня 200 грамм, по 200 грамм птичий корм и сухое молоко. Так как у меня это будут пыльники, я добавил сюда немного клейковины, 100 грамм. Хочу склеить пожестче бойл, чтобы он не сразу растворялся. Здесь уже у меня добавляется новый ингредиент, я его вам еще не показывал. Это у меня молотый арахис. Я иногда его использую, но не так часто, потому что он не очень хорошо смалывается, не в муку. Поищу все-таки муку, наверное, арахису и буду использовать ее. Но я ее купил, арахис, почистил, пожарил. И вот 100 грамм здесь арахиса. И, естественно, здесь вот красненькое, это пелец молотый Red Halibut, рыбный вкус. Сел по 100 грамм. Так, здесь у меня смесь перцев. Как я и говорил, основной перец у меня 100 грамм, это будет чеснок. Чеснок хорошо дает аромат. Здесь 50 грамм паприки и 30 грамм имбиря. Имбирь я просто добавил в пыльки, чтобы он там был, можно его не добавлять в данный рецепт. Ну и заканчивать сухую часть мы мясо костный и рыбный, вот это рыбная мука, это мясо костная мука по 100 грамм. Я нашел на рынке муку, в которой был, производство Борисоглебска мясокомбинатов, который был приколото прям к целлофановому самого запакованного килограмму, был приколот такой памятка производителя. Кто произвел, когда произвел, из какой муки произвел. И также там был антиокислитель добавлен в рыбную муку. Это очень важно. Поэтому, если делаете любительские бойлы, хотя бы ищите прямо вот с этими показаниями кульки, чтобы было все указано. Чтобы не было 2 года лежал, и его вдруг кто-то решил продать. Потому что в бойл потом окисление идет муки, и она уже наоборот отпугивает, наверное, больше рыбу, чем привлекает. Поэтому лучше всего вот эти параметры выдерживать. И лучше, если вы хотите рыбную муку использовать, лучше поискать. Ну и в принципе, спасибо большое подписчикам, которые мне пишут некоторые советы. Спасибо и за этот совет. Я добавлю порошок, здесь 2,5 грамма. У меня вес где-то 3,5 выйдет. А антиокислитель белков. На этом сухая часть закончена. Переходим к жидкой части. Итак, друзья, жидкая часть. Едем дальше. Глицерин. Вот баночка чистый 100 миллилитров. В глицерин я сразу же пытаюсь всегда добавить сразу эссенцию. Эссенция клубничная 40 миллилитров. У меня здесь остались остатки тамари, естественно, в пыльнике лучше добавлять, так как это натуральный соевый соус, аминокислоты. Но я не знаю, сейчас я попробую сюда добавить и посмотреть, сколько это получилось. 60 грамм.
остатки. Это аминокислот, друзья. Чиктоник 100 мл. Здесь у меня диоксид титана 15 грамм, уже наведенный. Также у меня здесь 3 ингредиента: соль 50 грамм, глютамат натрия 50 грамм и витон 1 30 грамм. Глютамат натрия и витон — это мои эксперименты, можете не добавлять. А соль нужна. Мед 130 грамм. Просто не стал делать ровно 100, обратно вытаскивать его. Оставил все. Здесь как он вкусовой, так и консервант для меня. Один из ингредиентов, который я хочу добавить именно в клубнику, сделать его немного, и там будет же чеснок, клубника, немного рыбных ноток, ну и добавить, естественно, Spice Crab. У меня остался такой дип Mainland Impact Mainland Spicy Crab. Такой перцовую нотку он задаст. Здесь где-то получается грамм 100-120. Почему я использую? Ну, не разловил я его, а пользоваться все меньше и меньше им пользуюсь. Да, рыбная нотка добавится хорошая. Тогда я его решил использовать. Вы тоже можете экспериментировать сладкое с рыбным, с перцовым. И это вполне нормально. Меласса 200 грамм. Оп. И кукурузная патока 500 грамм. Ой, с прошлого. Застывает хорошо, сахарится хорошо. Так, обнулим. Все. 500 грамм. Сейчас немного разберу стол и, естественно, буду замешивать. Ну что, продолжим. Замешиваем сухую часть пыликов. Мешать всегда нужно, чтобы равномерно все это распределилось, вся сухая часть и комки были подавлены. Сухая часть серая. Будем обеспечивать диоксидом титана. И сейчас я хочу замешать, естественно, жидкую часть. Чуть-чуть подразмешал, жидкость начала обесцвечиваться, хочу добавить красителя. Ну что, вот такая получилась какая-то алло-красная, это вишня краситель, но в принципе он напоминает клубнику, меня это устроит. Замешиваем. Большую часть, как обычно, я выливаю жидкости и мешаю вначале вилкой, потом одену перчатки, буду замешивать без перчаток. Итак, скатал я тесто, друзья. Вот оно получилось. Немного оно влажноватое, но я все-таки думаю, что оно сейчас постоит и напитается. Все будет отлично. Итак, друзья, ну что, раскатываем пылики. Клубничка. Я уже накатал вот таких маленьких для мясорубки. Получились такие вот, хоть и цвет вишни, ну, наверное, ближе к вишне, такие красненькие. Мне нравится цвет. Ближе к клубнике. В принципе, здесь пылики, здесь все не сварится, все здесь натуральные будут. И никакие аминокислоты, витамины отсюда не выварятся. Они высохнут, естественно. Поэтому я люблю пылики. Но катать их всегда проблемно. Ну что, погнали. Раскатывать будем, смотреть, тестить, как пойдет. Как видите, вот так плотненько идет. Прям это связано с тем, что все-таки плотное тесто получилось. Ну что, первый блин комом, но 3 штуки раскатал, 4. Много масла нанес. Если я наношу много масла, я беру вот так салфетку и чуть-чуть промокаю, убирая лишнее. Насухо она не вытирает. Вот промокаю, лишнее убираю с 2 сторон.
Можно, в принципе, и салфеткой же и наносить. Все равно вся доска блестит. В любом случае. Она вся в масле. Ну что, дальше пробуем. Но мне прям нравится структура вот колбаски. Она такая плотная-плотная. Это, наверное, из-за хорошего количества манки получилось. Не добавить масла. Все прилипнет к доске, ее мыть надо. Чуть больше добавите. Как раз вот такая история получается. Ну вот. Всего лишь 3, а остальные все нормально. Вот, смотрите, отличные шары 24 получились. Чтобы процесс показываю поближе, для того, чтобы не было вопросов, прилипает ли к доске, как вот таз вылазит колбаска, липнет ли, нормально катается, плохо катается. Вам поближе, чтобы вы видели, поближе сделал. Максимально. Ну, видите, какая идеальная колбаска, прям такая плотная. Это из-за того, что маски, наверное, в 2 раза больше я добавил, чем обычно. Вот по скатываемости 1, и вот второго нету. Их в тесто, все остальные, вот смотрите, блестят аж от цвета. Вот, отлично скатались. Такой плотничком текстура. В принципе, вкус очень сладкий, я пробовал на вкус. Запах, естественно, устойчивый. Клубничный, чуть-чуть чеснока и чуть рыбы. Итак, друзья, вот результат работы. Я накатал 2 поддона. Где-то 3300, 3400, получится 3 килограмма 400, 3300. Была клубничка. Цвет меня очень устроил. Текстура тоже отличная, такая плотненький получился. Напоминает чем-то ричи. Там же много манки. Вот. И, в принципе, когда добавилась уже жидкость, уже когда раскатывал, добавились тональности именно чеснока, потому что с водой соприкосновение дает запах. И, естественно, перцовые, какие-то такие нотки именно целорыбные. То есть попытался совместить все в этом бойле, все хорошее. И его протестю, когда пойдет сезон. Я надеюсь, все будет отлично. Большинство моих экспериментов всегда положительны были. Всем, кто смотрел, спасибо. Подписывайтесь. До новых встреч.